Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать мою авторскую разработочку. Нежнейший великолепный цветочек с бисером. Крючок 1,4. Пряжа у меня стопроцентный мерсеризованный хлопок 169 метров в 50 граммах. Бисер перед началом работы я нанизываю на рабочую нить. Бисер крупный, неровный. Присоединяйтесь. Вяжется очень просто, смотрится нарядно и потрясающе. Начинаем выполнение нашего цветочка с 7 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Мое колечко готово, и я могу приступить к выполнению первого ряда. Для этого я выполняю 2 воздушные, подтягиваю, и в колечко буду провязывать полустолбики с бисером. Подтягиваю бисер, который предварительно в начале работы нанизала на рабочую нить. Накид, видите, с бисеринкой. Ввожу крючок в колечко и выполняю первый полустолбик. И считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, пока моих полустолбиков не будет 12. При этом обратите внимание, я ввязываю остаток нити вот в мое колечко. Я выполнила 12 полустолбиков колечка и завершаю выполнение первого кругового ряда. Обращаю ваше внимание очень внимательно. Я пропускаю 2 воздушные, ввожу крючок в вершинку полустолбика и выполняю соединительную. При этом хорошо подтягиваю. Мой круговой ряд завершен. Вот такая серединочка у нас с вами получилась. И мы можем приступить к выполнению второго ряда. Второй ряд у нас с вами будет очень необычный. Я выполняю воздушную. Далее ввожу крючок в вершинку этого же полустолбика и выполняю столбик без накида. Далее я буду выполнять пико из бисера. Я, смотрите, подтягиваю бисеринки и теперь отсчитываю 6 штучек. Вытягиваю вот таким образом рабочую петлю и отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее я захватываю нить за бисеринками и вот таким образом провязываю. То есть как бы все бисеринки я провязываю в мою петелечку. Далее беру и вот так подтягиваю. Аккуратненько, не спеша, выполняется очень просто. И вот таким образом я подтянула. У меня получилось вот такое пико из 6 бисеринок. Теперь мы с вами формируем нашу рабочую петлю. Я ввожу крючок в вершинку столбика и захватываю за боковую нить. И вот таким образом формирую рабочую петлю. Далее ввожу крючок в эту же вершинку и выполняю столбик без накида. Выполнили. Далее выполняю столбик без накида в следующую вершинку. И теперь буду выполнять интересный красивый лепесточек. Как я это делаю? Опять же подтягиваю бисеринки и буду выполнять 6 воздушных петель с бусинками или бисеринками. Смотрите, я воздушные петелечки не затягиваю. Вот таким образом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
То есть выполнила вот такую цепочку с бисером из 6 воздушных. Далее я работу разворачиваю вот таким образом, видите, вот именно цепочку. Выполняю одну воздушную. И теперь в каждую воздушную я буду выполнять по 2 натяжки. Смотрите, накид, ввожу крючок в воздушную петлю. При этом, видите, я захватываю 2 нити петли. То есть у меня вот остается просто бисеринка. Вытягиваю. Первая натяжка, накид. И вторая натяжка, накид. И теперь в следующую петлю, опять же, обращаю ваше внимание, я захватываю 2 нити. Раз, два. Видите, да? И теперь раз натяжечка и 2. Обязательно проверяйте, чтобы высота ваших петелечек, натяжечек была одинаковая. И так мы выполняем в каждую петлю. Далее продолжаем. Раз и 2. Далее накид. Опять раз и 2. Накид в следующую петлю. Раз и 2. И в последнюю петлю опять выполняем. Раз и 2. Далее мы с вами вот таким образом придерживаем, захватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Далее очень внимательно я выполняю воздушную и хорошо подтягиваю. Далее ввожу крючок в эту же вершинку и выполняю столбик без накида. Вот такой нежный красивый лепесточек у меня готов. Мы с вами выполнили пико и лепесточек. Далее в следующую вершинку я ввожу крючок, выполняю столбик без накида. И теперь буду выполнять точно такое же пико. Я подтягиваю бисер. Мне нужно 6 бисеринок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Далее, как и ранее, я вытягиваю петлю. Помним, да? Захватываю за бисеринками нить и протягиваю мои бисериночки и выполняю пико. Хорошо подтягиваю аккуратненько. Вот таким образом пико готово. Вот видите, что у нас получается. Мы продолжаем дальше с вами нашу работу. И как и ранее, то есть мы с вами уже все повторяем, да? Я ввожу крючок в вершинку столбика, захватываю за боковую нить и формирую рабочую петлю. Ввожу крючок в эту же вершинку, столбик без накида. Далее в следующую вершинку, столбик без накида. И подтягиваю бисеринки. Буду выполнять воздушные петли. Считаем. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Все точно так же, как мы выполняли с вами ранее. То есть выполняем точно такой же лепесточек. Работу разворачиваем. И я немножко быстрее выполню воздушную, накид. И начинаем натяжки наши. Раз, два. Провязываем. Раз, два. Раз, два. Раз,
2, раз, 2 и последний раз, раз и 2. Вот такая у нас красота с вами получается, видите, да? То есть вот 2 пико, лепесточек, и мы формируем следующий лепесток. Далее я захватываю рабочую нить, придерживаю и через все петли на крючке провязываю. Вот видите? У нас получился еще один лепесточек, воздушная. Я хорошо подтягиваю и ввожу крючок в эту же вершинку. Вот мы с вами выполнили 2 лепестка и 2 пико. Так мы с вами будем чередовать до конца нашего ряда. Всего у нас должно получиться 6 пико и 6 таких лепесточков. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами выполнили все 6 лепесточков, выполнили все вот такие пико из бисера или арочки. И теперь я пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю соединительную, хорошо подтягиваю. И мой второй круговой ряд завершен. Вот такая красота у нас получилась, наша серединочка. Уже можно ее использовать, да, в качестве цветочка или серединки для какой-либо композиции. Или просто для декора. Мы с вами продолжаем. Приступаем к выполнению третьего ряда. Для этого, смотрите, очень внимательно я выполняю 1, 2, 3, 4, 5 воздушных. И ввожу крючок между моими бусинками. Смотрите, бисериночками. С одной стороны 3 и с другой стороны 3. И вот прямо ввожу между и выполняю столбик без накида. Здесь ничего сложного. Далее я выполняю арочку из 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Из 9 воздушных ввожу крючок точно так же. С одной и с другой стороны у меня по 3 бисеринки. Выполняю столбик без накида. И давайте еще одну арочку выполним. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И опять же столбик без накида. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Всего должно получиться у нас с вами 6 таких арочек. Мы с вами выполнили все наши арочки. Вот такая нежность у нас получается. И завершаю выполнение очень внимательно третьего ряда. Я ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению 4-го ряда. 4-й ряд — это у нас с вами ряд будет лепесточков. Мы выполняем с вами одну воздушную. И далее под арку будем выполнять разновысокие столбики. Я выполняю 2 столбика без накида. 1, 2. Далее выполняю 1 полустолбик. Далее 2 столбика с накидом. 1 и 2. Выполнили. Далее я выполняю 7 столбиков с 2 накидами. 2 накида на крючок и под эту же арочку провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7. Выполнили 7 столбиков с 2 накидами. Далее мы повторяем все точно так же, как и с этой стороны. То есть 2 столбика с накидом. Считаем. 1, 2. 1 полустолбик и 2 столбика без накида. 1, 2. Выполнили. Вот такой нежный и в то же время простой лепесточек у нас с вами получился. Мы выполняем все 6 лепесточков таким образом. Я начну выполнение второго, далее вы продолжите самостоятельно. Под арку ввожу крючок, выполняю 2 столбика без накида. 1, 2. Далее полустолбик, 2 столбика с накидом. 1, 2. И далее 7 столбиков с 2 накидами и так далее. Повторюсь, далее вы выполняете самостоятельно. Мы с вами завершаем выполнение нашего 4-го ряда. Очень внимательно я пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю соединительную. Хорошо подтягиваю. И мы приступаем с вами к выполнению последнего 5-го ряда моего цветочка. Очень внимательно. Я выполняю 1 воздушную. Далее я выполняю 2 столбика без накида. 1, 2. Выполнили. Далее я буду выполнять 2 полустолбика с бисером. Накид на крючок с бисериночкой. Ввожу крючок в вершинку столбика, выполняю полустолбик с бисером. 1, считаем, и 2. Далее мы будем выполнять 7 точно таких же полустолбиков, только с пико. Очень внимательно. Опять же подтягиваю бисериночки, выполняю накид на крючок, ввожу крючок в вершинку столбика, выполняю полустолбик и над ним пико из 3 воздушных. 3 воздушные. Далее ввожу крючок в вершинку, вот видите, вершинку, и захватываю еще за нить столбика. Вот таким образом. Выполняю соединительную. Мое пико готово над полустолбиком с бисером. И таких полустолбиков с пико у нас должно быть 7. Первый полустолбик готов. И далее накид. Я ввожу крючок и выполняю. Второй. Немножко быстрее будем вязать. То есть все точно так же. Далее третий полустолбик и пико. Четвертый полустолбик и пико. Видите, вот так красиво у нас аккуратненько с вами получается. Далее опять же подтягиваем бисер и продолжаем. Пятый полустолбик и пико. Шестой пико и седьмой. И пико. Я остановлюсь.
такая красота у нас получается. Мы выполнили 7 полустолбиков с пиком. И обращаю ваше внимание, они у нас с вами получились прямо над столбиками с двумя накидами. Именно полустолбики, да, с пико. Далее я выполняю 2 полустолбика без пико, точно так же, как мы выполняли с противоположной стороны. Провязываем. Раз полустолбик и 2. У нас полустолбики с бисером, но без пико. Выполнили. Далее мы с вами выполняем 2 столбика без накида. Раз и 2. Выполнили. И теперь очень внимательно. Смотрите, у нас остался один столбик без накида. В вершинку я ввожу крючок, выполняю незавершенный столбик без накида. И далее в вершинку следующего столбика, который уже у меня провязан под следующую арочку, опять же выполняю незавершенный столбик без накида. И общая вершинка. И теперь выполняю все точно так же, как и мы выполняли в нашем лепесточке. То есть 2 столбика без накида. Выполняем. Раз. 2. Далее 2 полустолбика без пико. Я начну выполнение, вы уже далее продолжите самостоятельно. Раз. 2. И далее у нас с вами будут идти столбики, точнее полустолбики с бисером и пиком. Так мы с вами будем выполнять все наши лепестки. Завершу выполнение я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего цветочка и завершаем выполнение кругового ряда. Очень внимательно смотрите, я выполняю незавершенный столбик без накида. Далее я ввожу крючок в воздушную петелечку. Захватываю рабочую нить и через все петли на крючке протягиваю. Мой круговой ряд завершен. Далее я ниточку обрезаю, выполняю воздушную и вот таким образом хорошо подтягиваю. Вдоль полотна по изнаночной стороне я нить убираю более тонким крючком или иглой. И в центр, вот за счет моей нити, или можете другую ниточку взять, смотрите, я подшиваю бусинку вот таким образом. И мы с вами посмотрим, что у нас получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейший, потрясающий цветочек. Вяжется достаточно просто, всего лишь несколько рядов. И вот такая красота у нас с вами готова. Моя авторская разработочка. Видите, да? С бисером вяжем, с крупным. Можете взять любой цвет бисера, любой цвет пряжи, и у вас получится необыкновенный цветочек, или можно использовать в качестве мотива. Также можно использовать как цветочек для ирландского кружева, или, допустим, центр или начало для любой салфеточки, скатерти. Ну и, конечно же, цветочек можно использовать для декора. Не забывайте ставить лайки, писать в комментариях, что у вас получилось. До новых встреч, творческих вам успехов и, конечно же, огромное спасибо, что вяжете вместе со мной.